Будет ли система находиться в равновесии? Указан рисунок. Это неподвижный блок. Через неподвижный блок перекинута нить и висит груз массой N. Вторая часть неподвижного блока прикреплена к рычагу. Вот точка рычага. В этом месте подвешен два груза N. Масса одинаковая. Деление рычага L. Задача спрашивается, будет ли эта система находиться в равновесии. Вот точка подвеса рычага. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть с учетом действия сил в данном случае. Поскольку масса M подвешена с этой стороны, значит груз, который будет действовать вниз, обозначен через P. И P у нас будет равно чему? Равно mg. Если мы считаем, допустим, что груз будет находиться в равновесии, мы должны это доказать. Раз P действует вниз, сила натяжения каната будет здесь T. С одной стороны, Т с другой стороны. В данном случае, если находится система в равновесии, получается, что Т просто равно P. Напишем P. Мы видим о том, что через неподвижный блок к этому концу рычага действует вверх сила натяжения каната или просто равно P. В данном случае неподвижный блок натяжение не меняет. И в данном случае вот здесь мы можем сказать, что действует сила. Теперь рассмотрим, будет ли этот рычаг находиться в равновесии, если на него действуют вот эти силы. Здесь масса m и тут масса m. Тут получается, мы уже посчитали, что это будет равно 1p. И здесь P. В этом случае здесь действует сила 2P. Давайте посмотрим с учетом значения момента. Момент силы вот это действует против часовой стрелки. Возьмем его за положительное направление. А момент силы этой P будет действовать против часовой стрелки. Для того, чтобы рычаг находился в равновесии, модули этих моментов должны быть равны. Так, давайте построим сначала модуль для силы 2P. Модуль для силы 2P будет равен 2P умножить на 2L. Модуль для силы P должен быть равен P умножить, естественно, на плечо. А плечо будет 4L. Сравним эти два значения. Модуль момента силы 2P равен модулю момента силы P. Итак, подставляем эти значения. Поставим все 2 умножить на P умножить на 2L равно P, что множится на 4L. Смотрите, здесь получается P, что множится на 4L, равно P, что множится на 4L. Модули этих моментов сил равны. В данном случае система будет находиться в равновесии. Можем написать, что система блоков находится в равновесии.